Так, будем вязать хвостик. Берем основную пряжу Ализе и вяжем, набираем 4 воздушные петельки. 1, 2, 3, 4. Во вторую петлю от крючка провязываем 2 столбика. 1, 2 и в последнюю петелечку 3. 1, 2, 3. Подтянули немножко. По обратной стороне провязываем 1 столбик и в последнюю петельку прибавка. Первый ряд готов. В первом ряду у нас получается 8 столбиков. Вяжем второй ряд. Так. Провязываем в начале прибавку. Потом один столбик, 3 прибавки, 1, 2, 3, 1 столбик и 2 прибавки. Так, во втором ряду у нас получается 14 столбиков. Третий ряд вяжем без изменений. 14 столбиков по кругу. В четвертом ряду вяжем прибавка. Четыре столбика. 2, 3, 4. Снова прибавка. 1 столбик и прибавка. Снова 4 столбика. 3, 4 и прибавка. В четвертом ряду у нас получается 18 столбиков. Пятый ряд вяжем 18 столбиков без изменений. Пятый ряд провязали, теперь провязываем соединительный столбик, ниточку закрепляем. Вот такой хвостик у нас получается. Набивать его не будем, оставляю ниточку для пришивания. Пришивать я его буду этой же ниткой. Никакие другие вспомогательные я не беру. Этой ниточкой тоже неплохо все пришьется. Это все, хвостик готов. Вяжем крылышки. Описание вы видите сейчас. Все описано, все. Я надеюсь, все будет понятно вам. Потому что вязать, ну и так ничего не видно. Я смысла не вижу, как бы, да. Одно только то, что вот здесь у нас идут тройные убавки. Тройная убавка — это мы 3 столбика провязываем вместе. И получается, как бы убавляем не 1 столбик, а у нас сразу убавляется 2 столбика. И вот эти тройные убавки, они при ввязывании к тушке, они у нас будут смотреть вперед. А вот это как бы назад будет задняя часть.
Вот так у нас крылышко будет согнуто. Вот так ввязываться. Не вот так. Наперед оно торчать не должно. Оно должно загибаться и уходить назад. Вот такое крылышко. Поэтому привязывание смотрите потом внимательно. Но мы еще вернемся к этому. И так вообще без разницы, правое, левое крылышко. Будут они так или будут они так. Главное, чтобы они смотрели вперед. Вот этими вот, где идут тройные убавки. Ну вот, вяжем крылышки по описанию. Потом вот 12 ряд, когда провяжете, у нас останется в ряду 10 столбиков. У меня немножко как бы получается здесь столбик проходит. И для того, чтобы сложить детали, провязать 5 столбиков, да, вот здесь он, будет кривовато, поэтому я провязываю один столбик смещения. Выравниваю ряд, потом складываю так детальку, вот так, чтобы она получалась. И провязываем 5 столбиков за обе половинки детальки. Потом заканчиваем, обрезаем ниточку, закрепляем. И вот такие крылышки у нас получаются. Так, продолжаем. Вяжем тело основным цветом. Описание вы сейчас видите. Вяжем с 1 по 7 ряд. Вот такая деталька у меня получается. Так как мы поставили маркер в начале ряда, в первом ряду, этот маркер я буду вести вот так, чтобы он был ровный. Как бы, в принципе, можно и не вести его с первого ряда, но тогда вы начнете его точно строго вести уже с 8 ряда, потому что у нас будут ввязываться ножки, потом будут ввязываться крылышки, и нужно, чтобы это все было более-менее ровно. Так, с 1 по 7 ряд провязали самостоятельно, и теперь в 8 ряду мы будем ввязывать ножки. Ножки подготовили, вот они лежат и ждут своей очереди. Так, вяжем 8 ряд. Провязываем 6 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Прибавка. Прибавка. 1 столбик. И теперь мы будем ввязывать ножку. Вставляем крючок в ногу. В тело. И провязываем по ноге и телу 4 столбика. 1, 2. Я здесь еще проложу вот так ниточку, захвачу. 2, 3, 4. Вот и все, ножку мы ввязали. Дальше провязываем 1 столбик, прибавка, дальше 6 столбиков, 1, 2, 3, 4, 5, 6, прибавка,
И еще один раз провязываем 6 столбиков, прибавка. Провязали. Теперь вяжем 2 столбика. 1, 2. Берем ножку. Смотрим, да, чтобы ножки у нас вперед смотрели. Не ввязываем вот так. Будет обидно все перевязывать. Вставляем крючок в ножку. В тело. И провязываем 4 столбика по ноге и телу. 2, 3, 4. Ввязали вторую ножку. Теперь провязываем прибавку. Так, я забыла ниточку захватить, чтобы она потом нигде не вылазила. Вот так ее прокладываю и провязываю. Прибавка. И дальше 6 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Прибавка. 8 ряд. Вот у нас готов. Вот такой получился. В ряду у нас получается 48 столбиков. Смотрите, если вдруг вы при вязании довязываете до конца ряда и у вас не сходятся столбики, даже одного не хватает, да, не надо там делать прибавку, как-то, ну, лишнюю прибавлять. Лучше распустите и свяжите заново этот ряд. Потому что из-за этих лишних тут провязанных прибавок всего у нас будет потом как бы больше скашивать ряд. Поэтому лучше не полениться и перевязать. Во второй раз у вас точно все получится при вязании. Вот так дальше вяжем по описанию и встретимся уже при ввязывании крылышек. Провязали 25 рядов. Равняем маркер, чтобы он у нас ровно по спинке шел. Будем ввязывать крылышки. Провязываем 6 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Берем крылышко, любое, только смотрим, чтобы у нас тройные убавки смотрели на лицо, да, вперед. Насаживаем крылышко на крючок. Вводим крючок в тело. И так провязываем 5 столбиков по крылышку и телу. 1, 2, 3, 4 и 5. 5. Дальше провязываем 11 столбиков. 3,
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Теперь берем второе крылышко и смотрим. Тройные убавки уже смотрят у нас теперь в правую сторону. Но также у гусика они смотрят вперед. Насадили крылышко на крючок, тело, и вяжем 5 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5. И дальше провязываем до конца ряда 6 столбиков. 1. Я еще прокладываю ниточку, крылышко. 2, 3, 4, 5, 6. Ну вот, крылышки мы ввязали. Они смотрят вот так вперед у нас. Кажись, все ровненько. Еще поднабьется. Дальше мы вяжем, как написано в описании, ряды. И не забываем, набиваем по ходу вязания плотненько. Вот мы провязали с 27 ряда по 41 ряд. У нас получается вот такая деталька. Здесь у нас идет шея. Шея у нас с 32 ряда по 41, как указано в описании. Саму здесь детальку, да, я набила, ну так, достаточно плотно, но шею я набила еще плотнее, чтобы она не согнулась и держала форму ровненько. Поэтому уделите этому внимание и хорошо набейте шею, чтобы она не сгибалась. Ну и дальше так же само вы свяжете самостоятельно. Все по описанию. 42 ряд у нас, я бы сказала, такой он будет непростой ряд, да, потому что у нас идет 18 прибавок в 42 ряду. И это может быть даже немножко сложновато, да, провязать столько убавок подряд. Даже убавки не так сложно провязать, как будет сложно потом вязать 43 ряд. У нас будет 36 столбиков в ряду. Я, например, как делаю, да, чтобы было попроще. Я когда делаю убавки, я их немножко разделяю. Например, по 6 или даже по, ну, не 10, 6-7 прибавок сделала, поставила маркер. 6-7 сделала, поставила маркер. И потом при вязании как бы 36 ряда, так как у нас пряжа пушистая, да, сложно увидеть петли, нам будет легче, и мы будем меньше перевязывать, потому что мы будем знать, например, что у нас от начала ряда до маркера должно быть 12 столбиков. И мы их провяжем. Но это
Я, например, таким способом пользуюсь, и мне он помогает. Ну все, вяжем дальше. Делаем прибавки в 42 ряду и вяжем до 63 ряда. Это у нас будет тут голова. Заканчиваем вязание. 6 убавок. И потом стягиваем отверстие и прячем ниточку. Ну вот, наш гусик почти готов. Такая головушка получилась. Набита она у меня не очень так туго, мягенькая. И теперь будем пришивать клювик. Немножко набиваем его. Вот у меня наполнитель. Последний соединительный столбик, который у нас есть, он будет у нас внизу располагаться. Ну, теперь смотрим, чтобы более-менее клювик был по центру. Булавочками крепим. По бокам. И даже так чуть-чуть. И придаем вот так форму. Немножко сдавливаем переносицу. И потом мы ее утянем. Тоже закрепляем. Здесь я еще немножко шире. Вот так растяну. Смотрим. Ну, я думаю, все ровненько. Пришиваем по кругу клювик. И потом нить не обрезаем. И вот здесь немножко в области, где ноздри, да, мы немножко стягиваем, чтобы получилась вот такая форма. И пришиваем так же самое, немножко вот так подмяли, чтобы вот получилась такая, как бы впадинки, да, не просто ровно, а чуть-чуть вот с изгибом, с таким клювик. Примеряем, пришиваем. Так, вот я пришила клювик, ниточку вывела вот сюда, как я утягиваю. Может, кому-то будет полезно. Через один ряд, вот так, и насквозь продеваем, немножко подтягиваем. Видите, да, сразу как затягивается. И то же самое с другой стороны. Ряд отступили, только уже назад. Еще так втянули. И повторяем еще один раз. Так. И так подтянули. Ну вот и все. Вот такой носик у нас получается. Ниточку прячем. Так, с клювиком закончили. Теперь пришиваем хвостик. Вот у нас здесь соединительная петля последняя. Она будет вот так у меня сбоку. Ну, я так пришиваю. И теперь примерно вот на уровне ножек. Здесь у нас будет вот так низ начинаться. И вверх уже пойдет вверх. Примерно на такой высоте. Вот так мы пришиваем хвостик. Я хвостик не набиваю. Он будет мягенький. Булавочками прикрепили. Немножко его так
как бы сплющиваю, да, чтобы он не был такой широкий, большой. Вот такой хвостик. Ну, вот так буду пришивать. Ну вот и все. Хвостик пришили. Ниточки все спрятали. Вот такой хвостик. Так, хвостик пришит, все пришито. Осталось приклеить глаза. Я подобрала вот такой цвет. Светло-сиреневый, непонятный. И вот не знаю, как можно так приклеить, можно так приклеить. Как сразу меняется, да, гусик. Такой, такой. Находим понравившееся расположение и клеим глаза. Ну вот я глаза приклеила. Ждем, пока подсохнет. Клей хорошо. Все. Теперь осталось приодеть нашего гусика. Ну, можно и так оставить. Но я буду вязать ему кепочку, штанишки.